Привет, Арми. Фанаты начали выдумывать историю, основанную на простых фактах. Чингук, Джей-Хоуп и Чимин пошли в дом Намджуна. Затем была создана история, которая не соответствовала тому, что произошло на самом деле. Прежде всего, следует уточнить, что приглашение не было эксклюзивным, были приглашены все участники, как это случалось и во многих других случаях. Отсутствие некоторых участников не было связано с личными решениями относительно свиданий или частных мероприятий. Скорее, это было связано с предварительными обязательствами, о которых они четко заявили. Тэхён не пришел, потому что у него были планы на ужин. Это было прямо сказано, когда Намджун спросил, почему он не пришел. Джин, с другой стороны, объяснил, что не смог прийти, потому что у него была свадьба на следующий день, достаточной причины, чтобы не оставаться до раннего утра. Даже Шуга, который все же пришел в дом, ушел рано. Несмотря на это, его сфотографировали, и сам Шуга пояснил, что было очень поздно, около 4 утра, поэтому он решил пойти. Тем не менее, шутники исказили ситуацию, представив ее как свидание Чингука и Чимина. И, как обычно, они умолчали о важных моментах. Сам Чимин заявил, что даже не встречался с Чингуком за выпивкой в Корее. Это утверждение полностью меняет интерпретацию событий, но его легко проигнорировать, чтобы поддержать версию, не имеющую под собой реальной основы. Реальность ясна. Чингук и Чимин встретились в основном по рабочим причинам. Компании нужно было, чтобы они работали вместе, и это объясняет их совместное присутствие в определенные моменты. Однако многие решили изменить версию, представив это как частное свидание, тогда как на самом деле это была встреча всех участников группы. Как обычно, подобное искажение – это постоянное повторение, изменение фактов и адаптация их к версии, которая выгодна их несуществующим отношениям. Компания использовала образ Чингука и Чимина в некоторых проектах, и в итоге это было продано аудитории, которая поверила в нечто большее. В действительности же ситуация была гораздо проще, они были вместе по работе. Сам Чимин объяснил, что они даже не встречались для осмотра достопримечательностей в Корее, но эта деталь была замалчена или полностью опущена. Между тем, Тэкук представил себя в совершенно ином свете. Нет необходимости в постоянном вмешательстве съемочной группы или преувеличенных ситуациях для привлечения внимания. Моменты, когда Тэхён и Чингук появляются вместе, обычно происходят в более уединенной обстановке, нет навязанного сюжета вокруг них, нет очевидной попытки инсценировать сцену для публики или продать надуманный образ. То, что показано, происходит естественно, нет чрезмерного преувеличения. Главное отличие заключается в последовательности фактов. В случае с Тэкуком нет необходимости менять контекст или игнорировать заявления, чтобы подтвердить наблюдаемые моменты, которые они разделяют, спонтанны, и именно это многие признают подлинным. Разочаровывает видеть, как много людей продолжают искажать историю и защищать не того человека, просто цепляясь за предвзятые представления, которые у них уже есть. Факты очевидны. Это Чимин держал Тэхёна за руку, а не наоборот. Тэхён не оттаскивал его, не пытался удержать, не предпринимал никаких попыток остановить. Его язык тела и поведение указывают на то, что он хочет идти своим путем. Когда кто-то решает уйти, а другой человек продолжает крепко держать его, самое логичное – отпустить. Это фундаментальный принцип. Это понимают все, если кто-то не отпускает и в итоге получает травму, последствия исходят от его собственных решений, а не от того, кто пытается убежать. Несмотря на это, многие люди настаивают на том, чтобы изображать Тэхёна виновным. Они выставляют его злодеем в сценах, где он не контролирует ситуацию и не намерен причинять вред. Такой способ изложения истории не нов. Каждый раз, когда Тэхён попадает в неловкую или запутанную ситуацию, наблюдается повторяющаяся закономерность. Истории искажаются, чтобы защитить одних людей и указать на них пальцем. Яркий пример произошел во время концерта, когда Тэхёна толкнули сзади, и он чуть не упал со сцены. Это был опасный момент, который мог закончиться очень плохо. Однако впоследствии распространилась совершенно другая версия, где риск, которому он подвергся, был преуменьшен, а все это было превращено в прекрасную сцену, полную похвалы в адрес других. Опасения за безопасность Тэхёна были полностью развеяны. Сейчас происходит нечто подобное. Тэхён не сделал ничего плохого, он даже не принимал активного участия в конфликте, и все же в итоге на него ложится вина, потому что другие не хотят его отпускать. Это несоответствие в отношении к нему ощутимо.
Понятие ответственности возникает только тогда, когда оно служит для оправдания той или иной истории. Когда оно не подходит, Тэхён становится удобным козлом отпущения. Многие устали видеть, как Тэхёна обвиняют в ситуациях, которые он не вызывал и не усугублял. От него ожидают бесконечного терпения, самообладания и понимания, в то время как другие остаются безнаказанными. На фоне всего этого отношения между Тэхёном и Чингуком стали источником поддержки для многих. Нет необходимости преувеличивать или инсценировать сцены, их близость очевидна в том, как они смотрят друг другу в глаза, как они поддерживают друг друга в трудные времена, и в том спокойствии, которое они излучают, когда находятся вместе. Тэхён находит в Чингуке убежище, человека, который понимает его без слов, а Чингук проявляет к нему искреннюю, постоянную и защитную заботу. Эти отношения поддерживаются уважением, любовью и близостью, которая кажется настоящей. Поэтому, когда предпринимаются попытки опорочить образ Тэхёна, это восприятие несправедливо страдает. Признание правды такой, какая она есть, это акт уважения не только к себе, но и к отношениям, которые он разделяет с Чингуком, и к тем, кто ценит честную и справедливую историю. Со временем отношения Тэхёна и Чингука перешли в более приватную фазу. Сейчас они больше не так часто появляются перед камерами и не демонстрируют свои чувства публично, и это никак не отражается на их связи. Напротив, многие понимают, что крепкие отношения не нуждаются в постоянной демонстрации, чтобы процветать. Некоторые отношения развиваются изнутри, становясь более заботливыми и глубокими. И это очевидно в данном случае. Те, кто следил за их историей с самого начала, видят прочный фундамент, построенный со временем, благодаря общему опыту и общей жизни. Этот фундамент не исчезает только потому, что меняются внешние обстоятельства или внимание переключается на что-то другое. Связь между Тэхёном и Чингуком сохраняется, даже когда они не находятся в центре внимания. Иногда она проявляется в небольших жестах, иногда в молчании, но всегда присутствует. Их близость не зависит от постоянных проявлений нежности, она очевидна в доверии, которое они испытывают друг к другу, в естественной поддержке и понимании друг друга. Тэхён находит в Чингуке пространство, где он может быть самим собой без всяких ограничений. Чингук, в свою очередь, постоянно проявляет к нему внимание. Это проявление заботы, не стремящееся к вниманию, но ощущающееся как нечто искреннее и прочное. Эта динамика демонстрирует связь, построенную на взаимном уважении и привязанности, которая не нуждается в объяснении. Когда отношения достигают этой точки, они перестают быть чем-то шумным и становятся стабильными. Речь больше не идет о поиске внимания, речь идет о его поддержании, и это имеет огромную ценность. То, что объединяет Тэхёна и Чингука, подкрепляется не внешним мнением, а тем, что они построили вместе. Именно поэтому, когда предпринимаются попытки исказить образ Тэхёна, восприятие этой связи также несправедливо страдает. Четкое изложение фактов – это проявление заботы, не только о себе, но и об истории, которую он разделяет с Чингуком. Говорить о отношениях Тэхёна и Чингука как об отношениях, основанных на любви, не значит создавать фантазию, это значит признавать реальный процесс, наблюдавшийся на протяжении многих лет. Связь, проходящая через различные этапы, адаптирующаяся к личным и профессиональным изменениям и укрепляющаяся перед лицом невзгод. Привязанность, объединяющая их, не ослабевает с расстоянием или временем, она трансформируется во что-то более зрелое и осознанное. Такие отношения не нуждаются в ежедневном подтверждении, они проявляются в их непоколебимой верности, преданности и в том, как они выбирают друг друга, даже когда обстоятельства этого не позволяют. Изменения. Некоторые отношения не распадаются, потому что рождаются из искренности, и Тэкук идеально это воплощает. Связь, которая остается крепкой, потому что она глубоко укоренена. Все, что окружает эти отношения, внешние комментарии и интерпретации других людей, в конечном итоге становятся отвлекающим фактором. Она приходит и уходит, она меняет форму и теряет силу, ее суть остается неизменной. Настоящие моменты, которые они разделяют, взгляды, решения и взаимная поддержка продолжают быть частью их истории. Их не нужно преувеличивать, чтобы иметь ценность, ибо их смысл заключается в том, что они представляют. Тэкук показывает отношения, которые развиваются вместе с ними, более мудрые, более сдержанные, но столь же важные. Для многих эта форма любви ясна и значима. Дело не в идеализации, дело в признании отношений, которые растут честно и остаются крепкими, даже когда они не пытаются быть замеченными.
But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly, while my actions speak wider. See, they